you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании Erisin стоимостью $280. И приходят они в огромной по габаритам коробке, где на лицевой части здесь имеется знакомая мне картинка. И указано название этой модели Erisin Huoshu Q Edition. Ну а здесь уже были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает 10-мм динамический драйвер с композитной диафрагмой LCP. Ну а чувствительность составляет 103 дБ, и они получили сопротивление 16 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Огромный фирменный кейс. Коллекционная картинка из оргстекла. Небольшой фирменный кейс. 2 набора силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников. Эти наушники довольно небольшие, а их корпуса выполнены из латуни с использованием 5-осевой обработки на станках с ЧПУ, с гранатово-пескоструйной обработкой и покрытием с настоящим 18-каратным золотом. Но для лицевых панелей здесь используется натуральный зомбийский кровавый подуг, который выглядит вживую очень круто. Но здесь у них находится немного утопленный в корпус разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом расположилось первое отверстие для компенсации, а уже на внутренней части тут указано название этой модели и имеется маркировка канала, а поближе к звуководу находится второе компенсационное отверстие. Но звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 5 мм, он прикрыт защитной сеточкой и получил специальный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Но благодаря своим небольшим размерам в ушах эти наушники сидят просто замечательно. Они легко помещаются в ухо, не давят и практически не ощущаются при длительном прослушивании. При этом посадка у них получается очень плотной и надежной, и поэтому даже при движении эти наушники хорошо держатся в ушах и никак не норовят выпасть. И кстати, их кабель мне очень понравился, и менять его от себя я вам не советую. Поэтому просто подберите амбушюры под себя и наслаждайтесь прослушиванием. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Erisin Huoshu Q Edition. И первое, что мы здесь видим сразу, это усиление низких частот на 5 дБ с грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено буквально на уровне моего таргета, что меня очень радует, и поэтому при длительном прослушивании эти наушники меня не утомляют. Но тем не менее здесь они дают достаточно насыщения и энергии, чтобы не звучать как-то излишне сухо или скучно. А вот высокие частоты тут прям нормально так контролируются и начинают уже затухать после 15 кГц, что является для динамических наушников абсолютно нормальным результатом. В общем, с точки зрения тюнинга здесь полный порядок, и у меня нету никаких вопросов. Но теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились точно не бассхедными и совершенно не раздутыми, а наоборот очень аккуратными, спокойными и точными, с небольшим акцентом именно на саббас, нежели на мидбас, за счет чего глубина здесь ощущается вполне уверенно, но при этом количество баса здесь все же остается достаточно сдержанным. Но вот что мне здесь особенно понравилось, так это именно качество подачи, поскольку, друзья, это тот самый предельно знакомый динамический бас, который дает нормальную текстурность, хорошую скорость и контроль, не пытаясь как бы постоянно перетянуть все внимание на себя. При этом мидбас здесь достаточно аккуратно подчеркивает удар бочки, все быстро так отрабатывает и не оставляет вообще там никаких лишних затяжных хвостов. И поэтому низкие частоты здесь на выходе получаются очень собранными и естественными, с некоторой такой теплой магией в своем характере. Но
да, если вы настоящий бассхед, то количество и ощущение вот этой массивности здесь вам скорее всего будет маловато. Но если для вас важнее аудиофильская точность, натуральность и реально хорошая проработка низкочастотных партий, то здесь я уверен, что бас вас точно порадует, поскольку он получился очень грамотным и самое главное универсальным для абсолютно разных жанров. А вот средние частоты здесь получились очень натуральными и естественными, и я бы сказал, что именно тембральность здесь является одной из главных сильных сторон этих наушников, потому что все звучит настолько правильно и органично, что ты буквально перестаешь вообще задумываться о самой подаче и просто берешь и слушаешь музыку. При этом середина по восприятию достаточно чистая и прозрачная, но совершенно точно не сухая и не скучная, поскольку здесь есть как хорошее насыщение, так и очень приятное количество тепла в нижней середине и энергии уже в области верхней середины, и за счет чего вокал здесь звучит очень естественно, с нормальной телесностью и правильным весом, но инструменты сохраняют свои характерные тембры и вообще не ощущаются какими-то искусственно окрашенными, чего не скажешь, например, уже про некоторые недорогие гибридные и даже планарные модели. При этом из детализации здесь все более чем хорошо, поскольку различные мелкие нюансы записи никуда не пропадают. Просто они здесь, так скажем, не выпячиваются на первый план. В общем, середина здесь, ребята, получилась одновременно музыкальной, в меру информативной и, самое главное, на слух очень комфортной. И я думаю, что именно за это ее действительно хочется слушать часами. Причем вообще не важно, какой это будет музыкальный жанр, так как она очень универсальна. Но высокие частоты здесь точно не яркие, не светлые, а скорее спокойные, чуть мягкие, но очень комфортные. Если вы как раз ищете теплую и расслабленную подачу, без какой-то раздражающей резкости, сибилянтов и лишней добавленной энергии на верхнем диапазоне, то здесь, ребята, все сделано прям как нужно. При этом назвать их темными или глухими я точно не могу, поскольку детализация здесь все же вполне достаточная. При этом есть хорошая чистота и нормальная техническая составляющая. Не уровня топовых гибридов, конечно, но нужно понимать, что эти наушники, как и многие другие однодрайверные модели, точно не пытаются удивить вас сразу какой-то специально добавленной сюда яркостью или светлостью, а наоборот, верх здесь звучит очень естественно и плавно, и без ощущения какой-то искусственной подчеркнутости. И поэтому даже при длительном прослушивании тут вообще не возникает желания сделать паузу из-за усталости, причем на абсолютно любых и даже более скромных источниках. И при этом различные нюансы, тарелки, высокие обертона инструментов и мелкие детали записи все равно здесь хорошо читаются. Просто они подаются спокойно и ненавязчиво. И поэтому я пришел к тому, что такой верх просто отлично продолжает общий характер этой модели, где все сделано именно ради натуральности, комфорта и музыкальности. Ну и звуковая сцена здесь получилась широкой, довольно свободной и с хорошей глубиной. Она совершенно не ощущается какой-то зажатой или плоской, а наоборот, пространство здесь довольно легко воспринимается и хорошо раскрывается уже вокруг вас. При этом локализация инструментов здесь меня вообще прям приятно удивила, поскольку ты без каких-либо проблем понимаешь, где именно находится тот или иной звук и на каком расстоянии он уже был расположен. Но все планы здесь достаточно хорошо отделяются друг от друга, инструменты не сливаются в одну общую кучу, и на насыщенных композициях все продолжает оставаться понятным и разборчивым, что, кстати, особенно хорошо ощущается на живых записях и музыке с большим количеством инструментов, где появляется как раз таки то самое нормальное ощущение пространства и воздуха, причем уровня довольно серьезных гибридных моделей. И для динамических наушников, как по мне, результат здесь действительно очень хороший. В общем, тут полный порядок. Ну и в итоге я пришел к тому, что Airy Synhua Shuku Edition это, пожалуй, одни из лучших динамических наушников, которые я слушал за последнее время. С безумно натуральным, естественным, теплым и, самое главное,
очень комфортным звучанием, где нету попытки удивить вас каким-то огромным количеством баса, чрезмерной яркостью или безумной аналитикой, а наоборот, все звучит здесь максимально органично и цельно. И если вы цените именно по-настоящему музыкальную, теплую и естественную подачу, и при этом являетесь фанатом исключительно динамических моделей, то я уверен, что эти наушники вам точно придутся по вкусу. И от себя я смело рекомендую их к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.